Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Советы от высших сил. Какие же советы вам дадут высшие силы? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И напишите в комментариях, откуда вы, из какого города, из какой страны. У меня много новых подписчиков, о которых я ничего не знаю. Напишите. Итак, в каких энергиях вы сейчас пребываете? Знаете, вы такой человек довольно сильный. Я бы сказала, даже в чем-то хладнокровный. Хотя раньше вы таким не были. Вот раньше вы были более романтичный, более мягкий такой. Сейчас вот в вашей жизни было очень много таких ситуаций, которые вас, закалили от и до. Сейчас вы уже не будете делать тех ошибок, которые вы делали раньше. Сейчас вы будете подходить к решению разных проблем уже более так продуманно, более логично. Раньше вы больше как-то так, знаете, полагались на чувства, на какие-то эмоции свои. Сейчас, так я бы сказала, вот жизнь закалила вас, более жестким вы стали. Причем, знаете, хотя это может еще проигрываться внешне, вот внешне ваша какая-то холодность, может быть, вы такой, строгий, серьезный, слишком с виду. Но на самом деле в душе вы все равно, глубоко в душе, вы очень такой добряк. Но вы этого не каждому будете показывать. Вы закаленные вот этими жизненными проблемами, перипетиями, вы уже будете очень так осторожно подходить и к отношениям, и к дружбе, и к партнерству, да, потому что вы пережили, реально много таких очень, неприятных событий в своей жизни. Вы человек довольно активный, вы не будете сидеть на одном месте, долго лежать, залеживаться на диване, да, вам нужно что-то делать, куда-то мчаться, постоянно решать какие-то проблемы. То есть вы любите движение, да, может быть, даже кто-то из вас и спортом занимается, напишите, в каком плане вы любите движение, да, спорт это, либо же вы мотаетесь по делам, да, напишите, какой вид движений, так сказать, вы любите. Но только, ребята, не шалим. Те движения, о которых вы подумали, мы сюда прописывать не будем. Эти движения любят все. Так, далее. Что еще в вашей жизни происходит? Так, вот знаете, в вашей жизни печалька одна. Печалька – это нерешенные личные проблемы. Я не вижу рядом с вами любимой женщины. Вот она осталась где-то там далеко позади, да, это могут проигрываться разрывы, разводы, да, вот эти все любовные перипетии, в которые не хочу абсолютно вдаваться сейчас. Поэтому вот единственная такая проблема, которую вы хотите решить, которую вы пытаетесь решить тем или иным способом, это устроить свою личную жизнь. Кто-то начал знакомиться, да, и неважно, это в жизни, в интернете, да, то есть вы делаете какие-то шаги, вы даже в этом, вы активничаете, вы пытаетесь где-то познакомиться, где-то завязать романтик какой-то, да, на свидание, может быть, пригласить. То есть вы не будете сидеть и ждать, пока женщина упадет вам с неба, да, пока вам там пошлют высшие силы. Вы молодец в этом плане, да, вы делаете шаги навстречу своей судьбе, так сказать. Вы человек довольно такой, волевой. Вот несмотря на то, что вы пережили очень много в своей жизни, вы остались, таким крепким орешком. Довольно сильный волевой человек вы во всех отношениях. И физически, и морально, да, то есть сломить вас довольно сложно. Хоть и были у вас, конечно, в жизни очень неприятные моменты. Итак, давайте-ка посмотрим. Давайте, наверное, все-таки блоками посмотрим, чтобы было так удобнее.
Я раньше делала такие расклады, таро прогноза, да, а сейчас у нас будут таро такие советы от высших сил. Мы возьмем по сферам. Сначала, допустим, там деньги, работа, а дальше уже будут советы по личной жизни. Давайте смотреть, что же нам советуют вот именно в работе, в рабочих моментах высшие силы. Давайте вот возьмем конкретный вопрос. Если кто-то из вас хочет в ближайшее время поменять работу, насколько это будет удачный период, ближайшие вот месяцы, может быть, или нет? Смотрите, это будет довольно удачный период, если кто-то из вас, повторюсь, хочет, может быть, дело свое открыть. Может быть, вы хотите реально перейти на другую должность, на другую работу. То есть вот высшие силы вам советуют, что вы можете смело решать все свои вот эти рабочие моменты. Не нужно ждать, не нужно сомневаться, не нужно бояться. Период довольно-таки благоприятный, вот именно касательно дел. Причем я вам скажу, что у некоторых из вас еще может проиграться, что вот если вы перейдете на новую работу, у вас даже могут завязаться амурные дела. То есть это не обязательно вот с компаньонкой там какой-то, да, с коллегой на новой работе. Это может быть где угодно, но именно, знаете, вот как-то связано с работой. Может быть, вы в командировку поедете, может быть, это коллега та же будет, может быть, это просто по дороге, либо на работу, с работы, но именно касательно уже нового места работы. То есть, смотрите, довольно светлый позитивный период, именно касающийся деятельности. Кто хочет развиваться, кто может быть имеет уже свое дело, и вы хотите расширяться, да, может быть филиал сделать своего там производства, я не знаю, там фирмы своей. Очень и очень благоприятный период, можете даже не переживать в этом плане, да. Далее, погнали. Смотрим, что же нам посоветуют вот именно по финансам, да, как сложатся ваши финансовые дела и что же вам нужно будет делать или нет. Удачно ли будет финансовый период. А вот по финансам, смотрите, будет печалька. Вот по финансам, особенно это касается тех, кого, может быть, сократили с работы, либо вы сами ушли, да. Здесь нужно денежку попридержать, сэкономить. Смотрите, значит так, это касается больше даже тех, кто просто вот, кто был уволен. Скорее это касается тех, кто уволен, да, потому что те, кто вот сами хотят поменять работу, здесь все будет нормально, я уже сказала. А вот если вас уволили, да, либо вы сами уволились просто так вот в никуда, да, вот бывают такие моменты, что вот достали конфликт, психанули там, да, вот поругались с начальством, написали заявление, ушли. Вот в таком плане. Здесь будут какие-то такие, знаете, вот финансовые моменты неурядицы. Поэтому вот в таких случаях вам высшие силы советуют деньги попридержать и отложить на всякий случай, пока вы найдете новую работу. Потому что вот это две разные ситуации, о которых я говорю. Одно дело уже идти на готовую вакансию, да, либо же свое дело расширять. Это совершенно другой момент. И когда вас уволили, либо же когда это сокращение предприятия, это когда банкротство предприятия, да? Ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть здесь, конечно, будет некоторый период, когда будут финансовые проблемы, но вы их решите, причем у вас есть люди, которые вам не дадут упасть. Вы можете очень сильно не переживать, у вас в любом случае есть либо же это родственники, либо друзья-приятели, которые вас в беде не оставят, и, конечно же, которые вам помогут с финансами. Так, хорошо, давайте-ка посмотрим, что же будет в личной жизни, да, вот как вам поступать в личной жизни. Мы сейчас, опять же, возьмем разные вопросы, разные моменты. Давайте-ка
Потому что я так вспоминаю, вот какие вы мне писали и вопросы, запросы, да, вот просто ссылаясь даже на ваши комментарии. Давайте-ка спросим, насколько вот удачно будет ваша личная жизнь, насколько она сложится удачно, и вы устроите ее быстрее, да. Если вы будете больше проявлять активности, больше будете еще знакомиться как-то вот с женщинами, общаться, да, вот в таком ключе. Удачный ли будет ближайший период, если вы будете активничать, да? Вот если вы будете активничать, однозначно вам надо проявлять больше, вам больше нужно проявлять инициативы, если вы хотите вот уладить свою личную жизнь. Именно новые отношения завязать, да. Если кто-то из вас, допустим, я сейчас просто коротко объясняю, это касается тех, кто хочет, допустим, новые отношения, новую семью, да, но особо ничего не делает, то вам совет от высших сил больше активности. Не нужно бояться даже отказов. Даже если вам женщина какая откажет. Вот вы, допустим, познакомились, а женщина говорит, ну, извините, я не знакомлюсь, да, но это самые такие примитивные, я вам примеры. Либо же даже вы там один вечер пообщались, женщина дальше не перезвонила, там не захотела общаться. Вот вам совет от высших сил не расстраиваться, идти дальше, идти напролом. В конце концов, вы мужчина, да, вы охотник-завоеватель. Если вы вот реально, искренне хотите устроить свою личную жизнь, больше проявляйте инициативы. Под лежачий камень вода не течет, не зря говорят в народе. Поэтому ни в коем случае не нужно бояться отказа. Вы найдете себе пару. Очень четко, вот вы найдете свою любовь, но вам нужно проявить больше активности. Это касается всех тех из вас, кто по какой-то причине боится, либо же стесняется. Да? Я прекрасно знаю, что некоторые из вас тоже стесняются, несмотря на то, что вы уже взрослые дяденьки, так скажем, да. Я понимаю, что у каждого свой характер, у каждого своя причина, у каждого своя психология, свои вот эти вот психологические барьеры. Особенно после тяжелых разрывов, разводов. Я прекрасно понимаю, что это не просто переступить через себя, да. Есть разные психологические моменты, которые мы сейчас даже не затрагиваем. Поэтому вы найдете любовь, но нужно больше активности. Больше активничайте, не бойтесь. Начните, допустим, просто смайлики посылать в интернете, там, в соцсетях, если вам так страшно в жизни подойти познакомиться. Учитесь знакомиться хотя бы виртуально для начала. Хотя не очень это любят так мужчины, да, ну не все далеко любят это. Ну просто хотя бы, ну тренируйтесь, да, просто пообщайтесь. Я не говорю, что использовать и динамить женщин, нет. Вы просто, пусть это будет дружеское, пусть это будет пробное общение, но вы просто будете пытаться знакомиться в интернете. Это для тех, я говорю, кто в реале, вот, ну, не может, сложновато как-то познакомиться. Поэтому и будет с вами счастье. Ребят, если, смотрите, если вы будете сидеть и ничего не делать, ну, это же понятно, что, ну, как бы женщина не упадет с неба, да? Ну, она не возьмется неведомо откуда. Как говорят, да, вот свыше нам даются какие-то вот, ну, как бы возможности, что ли, да, шансы даются. Периодически нам даются шансы, но мы иногда их упускаем, мы их не замечаем. Нам дается та или иная ситуация для того, чтобы мы что-то делали, где-то мы познакомились, где-то мы больше активничали, да, но мы этого не замечаем. Поэтому вот вам основная такая вот проблема, которая может быть, что по той или иной причине вы можете испугаться отказа, да, вы можете бояться еще внутренне, да, вот страх ваш, вы можете бояться, что а вдруг не получится, да, а вдруг будет предательство, но вот эти вот множество ваших а вдруг, они могут очень сильно вас застопорить. Так, и вообще, давайте-ка теперь
в завершение, да, посмотрим, как сложится ваша дальнейшая жизнь, вот если вы послушаетесь вот этих вот советов, как сложится ваша вот именно личная жизнь, да, как она сложится. Вы научитесь, смотрите, во-первых, это будет конец одиночества. Вы научитесь быть более уверенным в себе, более сильным. И знаете, вот в вашу жизнь придет реально вот достаток. Я не вижу проблем вообще на перспективу в вашей жизни. Вы, во-первых, научитесь быть более таким, ну, пробивным, что ли, да? Это начинает знакомство с женщинами, да, плюс довольно неплохой период идет тем, кто вот будет начинать свое дело, кто перейдет на другую работу, как я уже говорила, да. Плюс вы сможете, вот знаете, отношения, которые вот, ну, я смотрю в общем, да, мы сейчас не будем конкретно рассматривать, вот те отношения, которые придут в вашу жизнь, вы вот именно с вашей новой женщиной, вы научитесь как-то вот искать компромиссы, что ли. Вы научитесь настолько вот подход друг к другу находить, чего вы раньше не умели делать. Вот есть такой косяк, когда люди не очень умеют находить вот эти вот точки соприкосновения, когда умеют говорить все свои хотелки, свои желания, да. Вот в этих отношениях вы научитесь именно, знаете, вот так как-то гармонично, что ли, вот находиться в этих новых отношениях. Это будет и новая любовь, это будет и гармония, и вы вообще себя будете, ну, так, знаете, в стабильном шоколаде чувствовать. Я не вижу никакой плохой такой вот перспективы в вашей жизни. Поэтому у кого сейчас есть какие-то проблемы, у кого безденежье, у кого какие-то вот реально финансовые проблемы, да, вот это все уйдет на задний план. Вот на перспективу, да, вот я как бы резюмировала последним вопросом, какая жизнь вот вас ждет дальше в перспективе. Даже те, у кого вот сокращения какие-то по работе, да, там многие предприятия могут закрываться, да, такие всемирные финансовые кризисы у нас начинаются. То есть даже у этих людей вы все равно, вы, ну ни в коем случае вы не пропадете, вам не дадут пропасть даже ваши близкие, ваши друзья-приятели. Вот в трудную минуту вас поддержат. И личная жизнь у вас наладится. Поэтому шоколад вас ожидает, ребята. Не отчаиваемся, не переживаем, настроен на позитив и становимся более пробивными. Я в вас верю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!